По Z-телеграмму активно ходит и обсуждается инсайт о новой волне мобилизации. Смысл его в следующем. Генштаб понимает, что нынешними силами поддерживать наступление невозможно. Если до конца года оборона ВСУ не падет, если не удастся ее пробить хотя бы на 50 километров, то набор сотен тысяч новых солдат в принудительном порядке станет неизбежным решением. Наступление, пишут, стоило дорого. Приток платных новобранцев едва покрывает потери. И никак иначе, кроме мобилизации, проблему не решить. Сегодня поговорим не только о возможной мобилизации, но и о том, чего Путин хотел добиться за последнее время, чего добился, чего не смог и что, скорее всего, предпримет дальше. Только прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании вы найдете бесплатные способы по обходу блокировок Ютуба, WhatsApp и Telegram в России. Мы сами их тестируем, так что все работает. У этой рубрики есть спонсор Shiva VPN. У него круглосуточная поддержка и 3 бесплатных дня на тестирование. Так что попробуйте. Понятно, что детали разговоров Путина и Трампа нам известны по всяким мутным утечкам, пересказам слухов через третьи руки, намекам и тому подобным свидетельствам уровня «одна бабка сказала». Но, с другой стороны, у нынешней американской администрации имеется бесспорное достоинство, которое является продолжением ее недостатков. Ну как достоинство? Это для нас достоинство. Течет из нее все, как из дырявого ведра. У чиновников язык как помело. Каждый мечтает стать блогером. С представлениями о секретности там все настолько хорошо, что секретная военная операция планируется в чате сигнала, куда добавляют журналиста, а директор разведки выкладывает список реальных имен агентов в Facebook. Когда речь идет о такой администрации, слухи и утечки имеют заметно больший вес. Потому что есть основания полагать, что это просто реальные чиновники из ближнего круга Трампа, едва услышав что-то интересное, тут же на перегонки побежали хвастаться своими инсайдами первому попавшемуся журналисту. Именно из таких источников мы знаем, что Путин возлагал большие надежды на свое весенне-летнее наступление. Считая, что уж, по крайней мере, задачу выйти на границы Донецкой области он уж точно выполнит. Судя по всему, назывались даже конкретные сроки. До начала сентября. К тому времени должны были быть достигнуты выдающиеся результаты. И опять же, по инсайдерской информации, Трамп вроде как Путину сказал: «Ну попробуй». Из подобных утечек обычно делается вывод, что, мол, Путин хотел переговоров, просто на более выгодных условиях. Мы же считаем, что никаких переговоров он не хотел и не хочет. Он хотел поиграть мышцами, хотел продемонстрировать свою способность победить, хотел доказать всем, что его победа в конечном итоге неизбежна. На стороне проигравших не любит оказываться никто, и уж тем более Дональд Трамп с его обостренным самолюбием. Задачей Путина было показать: помощь Украине – это инвестиция в поражение, причем не только Украины, но и самого Трампа. Кому понравится, что ты вложил и свой политический капитал, и деньги из карманов налогоплательщиков в поддержку того, кто заведомо не мог выстоять, по кому едет неизбежный и неостанавливаемый каток? При таком раскладе разумно или на сторону непобедимого Путина встать и танки ему поставлять, или уж, по крайней мере, отстраниться и дать победителю победить. Быть на верной стороне истории значит способствовать неизбежному. Если поражение Украины неизбежно, то оттягивать его вредить себе и вообще всем. Возможно, вы замечали такие высказывания от сторонников Трампа, да и просто от людей, которые, этот нарратив как-то приняли. Дескать, Путин все равно победит, сделать с этим уже ничего нельзя, поэтому Украине лучше побыстрее сдаться. Война 25-го года – это не одна и не две горящих точки с окопным сидением вокруг них. Война 25-го – это бесконечные попытки прорывов разной степени успешности везде и всюду. Это перемалывание людей на фронте протяженностью в сотни километров. В последние полгода во имя нужного впечатления у Дональда Трампа и у всей мировой общественности действительно ресурсов не жалели, действительно воевали всем и всеми, кто есть. Сейчас мы уже точно знаем, что на слухах о скорых переговорах и стремительном окончании войны была построена не одна рекламная кампания вербовки контрактников. Российская армия пополнилась десятками тысяч новых людей, которые бы там не оказались, если бы не понадеялись бесплатно, под неизбежное завершение войны, взять у государства несколько миллионов рублей. Надо признать, что создать впечатление получилось. Сложился плюс-минус всеобщий консенсус.
Путин неукротимо продвигается и здесь, и там, и всюду. И война, в общем, идет именно так, как нравится кремлевскому старцу. Быстро, резко, как ветер, дерзко, с наступлениями, прорывами и окружениями. В такие моменты, точно так же, как при нефти по 100 никто не интересуется оценками экономистов, так вот здесь никто не слушает военных экспертов. Все выглядит очень бодро и победно. Продвижение, очевидно, есть. А что там причитают Z-блогеры о том, какой ценой это продвижение дается, о том, что оно не бесконечно, что оно очень медленно идет, все это проходит по разряду нытья. Ну вот, мы с вами разговариваем в конце сентября. И видим, что настроения изменились и у Трампа, и у российской провоенной публики. Как именно изменились и что из этого следует? После небольшой коммерческой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Wellness-индустрия набирает обороты. Сейчас она составляет аж 6% мирового ВВП. Ее частью, например, стал туризм на Бали. Люди приезжают туда расслабиться, сходить на массаж, поплавать в бассейне, заняться йогой. Что создает мощный турпоток. Настолько, что на острове уже второй аэропорт строят. Сейчас в этот тренд входит один из самых известных девелоперов на острове. В числе реализованных им проектов Bubble Отель и Отель Самолет. Он утверждает, что средняя доходность уже сделанных объектов от 13% годовых в валюте. Теперь этот же девелопер строит уникальный проект Aura Wellness Resort. Комплекс в центре Убуда с доступом к парку. По соседству строится первый торговый центр Убуда. Внутри продумана каждая деталь. Есть просторный инфинити-бассейн с панорамными видами на рисовые террасы, спа-комплекс, баня на дровах с ледяной купелью, медитация в парке, саунд-хилинг, авторские огненные церемонии. Множество wellness-практик в одном месте. Не нужно куда-то отдельно ездить, все есть в Aura. И сейчас там можно приобрести дизайнерские апартаменты от $77 тысяч. Есть варианты с разными планировками под любой вкус. Или можете купить целую виллу с одной или двумя спальнями. Стоимость вилл от $140 тысяч. У каждой есть собственный бассейн. Недвижимость будет полностью меблирована и готова к сдаче в аренду сразу после завершения строительства. Сдача проекта планируется в 2027 году. В финмодель Aura также заложен рост цены за период стройки. Девелопер предоставляет гарантии и страхование. Доступна гибкая оплата в любой валюте. А по промокоду CATS до конца месяца действует специальный оффер. Скидка в 8% при полной оплате или беспроцентная рассрочка с первым взносом в 15%. По ссылке в описании вы получите каталог проекта и зафиксируете лучшие условия на старте продаж. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым и выпускать то, что мы хотим. Продолжаем. Российская Z-общественность прямо говорит: наступление в Украине завязло в очередной раз. Украина глубоко вгрызлась в свои позиции и до такой степени развила свои фронтовые беспилотники, что значимое продвижение с текущими людскими ресурсами через эскадрильи дронов просто невозможно. Тогда в очередной раз вспоминаются факты, о которых все предпочитают забыть, когда вроде как идет наступление, продвижение и успехи. Оказывается, что мобилизованные осенью 22-го, те, кто не погиб, не попал в плен, не стал инвалидом и не сбежал, воюют уже почти 3 года. Ни по какой военной науке людей на фронте так долго держать нельзя. Они не только психически вымотаны, они оставили в грязных окопах, в сырых подвалах, в лесопосадках все здоровье. Еще оказывается, что платные рекруты, во-первых, приходят совсем не в тех масштабах, которые фронту нужны. Они в лучшем случае закрывают потери, да и то в последнее время не до конца. А во-вторых, это солдаты не самого высокого для войны качества. Ведь люди, которые соблазнились миллионными выплатами, не просто так оказались в жизненной ситуации, когда им не жалко свою голову на бабки поменять. Оказывается, такой способ комплектования армии прицельно бьет в самые маргинальные слои общества. Алкоголиков, наркоманов, в мелкотравчатый криминалитет. Оказывается, те, кто на гражданке не просыхал от всех на свете психоактивных веществ, тем же самым занимаются и на фронте. Более того, если человек 35 из своих 50 лет существовал между шконкой в колонии общего режима и подсобкой в общей базе, вливая в себя все, что горит, то список хронических заболеваний у него длиннее, чем перечень недвижимости Дмитрия Медведева. Когда сходит медийная пелена насчет того, что Путин снова всех переиграл, вдруг оказывается, что ничего не изменилось.
Если посмотреть на карту, этого полугода будто и не было никогда. До границ Донецкой области по-прежнему как до Китая пешком. Процесс был очень бурным, но по итогу никакого результата нет. Зато проблемы никуда не делись. Встречи с Трампом, саммиты с Си Цзиньпинем – это все прекрасно и замечательно. Там можно производить впечатление. Это Путин хорошо умеет. И это очень радует старика. Он пребывает в перманентном восторге. Но ни один саммит не решает практическую проблему на Земле. Невозможно имеющимися силами добиться качественно иных результатов. Как ты зубы мировой общественности не заговаривай. При существующем порядке формирования армии, когда в ее ряды поштучно и задорого скупают маргиналов, война будет продолжаться неопределенное количество времени с тем же около нулевым результатом, а захват Киева и Одессы затянется на десятки лет. Именно на этой парадигме, неприятной для Путина, но близкой к реальности, и строится ожидание новой мобилизации. Потому что эффект от предыдущей давно нивелирован, а нового качества войны с прежним порядком пополнения армии достичь нельзя. Пока Z-каналы и многие другие спикеры питаются разного рода инсайдами по этому вопросу, давайте попробуем провести аргументы за и против того, что в обозримом будущем армию вновь решат принудительно пополнить на сотни тысяч человек. Посмотрим на публичные аргументы, которые может увидеть каждый. Главный аргумент, и мы его уже провели, нынешний порядок пополнения армии неадекватен амбициям Путина. Когда ты кидаешь очень большие понты и раздаешь очень громкие обещания, твоя последующая неспособность достичь поставленных целей бросается в глаза, и никакими фотками саммита ШОС ее не перекроешь. Чем больше было веры, что ты выигрываешь, тем очевиднее, что на самом деле нет. С нынешним порядком пополнения армии просто нельзя обеспечить адекватный приток новых рекрутов. Соскребание социального дна за все более гигантские деньги, вложение в рекламу, реферальные программы – все это пока что помогает кое-как компенсировать потери. Но нарастить армию таким способом невозможно. Второй аргумент «за» в том, что существующий порядок рекрутинга исчерпаем просто по законам рыночной экономики. Как минимум, уже 1,5 года единовременные выплаты за подписание контракта исчисляются миллионами рублей, что далеко за пределами значений, которые целевая аудитория этих выплат может себе вообразить. С каждым месяцем все сложнее составить портрет человека, который не пошел воевать год назад, а сейчас почему-то пошел. Да, есть те, кому, не знаю, только исполнилось 18, не дай бог. Кому в первый раз коллекторы гвоздодером пригрозили, кого молодая жена в припадке алчности на фронт сдала. Но это не поток, это ручеек. В этом году значительную часть пополнения обеспечивали те, кому хватило ума поверить в историю, которая даже звучит невероятно, что им дадут 3 миллиона, а потом сразу заключат мир и отпустят домой. Значительную долю пополнения этого года обеспечили те, кто вовсе не имел в виду воевать. Это очень хорошо сработало весной, сработало кое-как и в августе. Но эту технологию не поставишь на поток. Чувство новизны от Дональда Трампа притупляется. Баннеры в духе «Скоро победа, успей забрать свои деньги» вечно работать не будут. Пополнение армии через выплаты будет сокращаться, тут никуда не денешься. Путин поставил рыночную экономику на службу войне. Но тут будет как в любом другом рынке. В какой-то момент окажется, что уже все поставили себе по кондиционеру, а второй никому не нужен. Третий аргумент – качество личного состава, на что без конца жалуются зетники всех мастей. Ну так, покупая рекрутов за деньги, ты не можешь брать только тех, кто нравится. Молодых, здоровых и служивших срочную службу мотивированных. Таким макаром вообще никого не соберешь. Приходится брать тех, кто пришел. Солдаты гибнут, попадают в плен, становятся инвалидами и бегут с фронта. Это те, кто худо-бедно, но умел воевать. Остатки профессиональной армии и мобилизованные, прошедшие кровавый отбор. А приходят на их место люди, которые в массе своей умеют держать только стакан. Мобилизация при всем несовершенстве воинского учета в России позволит набрать тех, кто пригодится на фронте. Выставить хоть какие-то минимальные требования по возрасту и здоровью. Понятно, что на них хрен забьют и будут лихорадочно отчитываться чисто по головам. Но все равно это какие-никакие фильтры, и на входе они будут обеспечены. Ну и последний аргумент – это, собственно, деньги. Да, выплаты за новых контрактников не самая большая и не самая критичная статья расходов этой войны. Но тут за несколько миллионов покупают тех, кто на фронте проживет неделю, максимум месяц. Кого сольют не в первом штурме, так в третьем.
Получается очень дорого относительно эффекта. А за мобилизованных платить нужно гораздо меньше. С военной точки зрения аргументов против новой волны мобилизации не существует вовсе. Это способ быстро пополнить армию на сотни тысяч человек, а не покупать по одному. Так можно придать войне по-настоящему новое качество. Показать всем, что Путин – сила, против которой не выстоять, что капитуляция неизбежна. Причем это еще и сравнительно дешево. Мы не устанем повторять. С технической, законодательной и бюрократической стороны для новой мобилизации все давно готово. Российское государство не от скуки последние 3 года последовательно занималось цифровизацией призыва и закрывало лазейки для уклонистов. Выводы из первой волны мобилизации были сделаны вполне капитальные. Сейчас мобилизация не требует никакого публичного анонса, ведь указ президента продолжает действовать. Сейчас электронные повестки просто возникнут в госуслугах, и для счастливых их обладателей путь на верхний Ларс закроется автоматически. Мобилизацию с военной точки зрения провести нужно, с управленческой провести можно. Аргументы против мобилизации, как всегда, политические. И это значимый фактор. Мы ему даем большой вес, потому что в предыдущие 3 года он срабатывал. Даже если вы не обратили на это внимание, но мы с вами вообще-то в предвыборном году находимся. Активная стадия кампании в Государственную Думу начнется в апреле, мае, июне, то есть через 7-8 месяцев. Диктаторские режимы умело всем внушают иллюзию тотального контроля. Но в глубине души диктатор прекрасно знает, достаточно лишь удачного тайминга, неожиданной комбинации событий, и вдруг окажется, что ты задолбал вообще всех. Задолбал своей войной, перманентной нестабильностью, ростом цен и налогов, отключением интернета, блокировками, рассуждениями на тему кому, когда и сколько рожать. Рассылка повесток в предвыборный период, новая мобилизационная паника, отличная почва, чтобы граждане вдруг во всеобщем порыве задались вопросом: что за нахрен вообще происходит? Куда это наше государство так хорошо залезло, что мы должны сейчас по углам шкериться? Хорошенькое дело. Пока у вас там праздник жизни, пока вы себе, своим детям, внукам, любовницам, детям любовниц и внукам любовников расписываете места в Госдуме с конской зарплатой, мы тут нашим мужьям и сыновьям рисуем первую группу инвалидности на бумаге, чтобы на фронте они настоящую не получили. Поэтому, если до конца года мобилизацию мы не увидим, дальше ее вероятность значимо снизится. Чтобы там ни ныли зетники, как бы ни жаловались мобилизованные, какие бы соображения ни были у генералов, вопрос сохранения власти всегда будет в приоритете. Да, вопросов нет. Трампа впечатлить хочется. Получать удовольствие хочется. На всех ужас наводить, тем более Путину хочется. Но момент не самый подходящий. Мобилизация вызовет всеобщий ужас. А всеобщий ужас накануне федеральных выборов – плохая идея. Одно дело, когда у «Единой России» рейтинг 40%, в урнах лежит 55%, потому что ее противники голосовать не пошли, и надо дотянуть фальсификациями до 65%. И совсем другое дело, когда у «Единой России» рейтинг 5%. В урнах они и лежат, потому что все, кто против, прибежали голосовать. Ни один ее одномандатник округ не выиграл. Тут иди-ка ты нарисуй что-нибудь. Итог наших рассуждений тут довольно прост. Путину мобилизация нужна. К мобилизации все готово. А закон о круглогодичном призыве, который сейчас бодро проходит этапы принятия, сделает мобилизацию независимой от призывных периодов. В военкоматах весь год будет достаточно свободно. Мобилизацию даже объявлять не нужно. В момент появления повесток в телефонах граждан Путину просто привычно нужно уползти под корягу и не отсвечивать в телевизоре пару недель. И все. Но между таким мероприятием, как мобилизация, и таким, как выборы в Госдуму, необходимо оставлять значительный зазор. Просто для того, чтобы успел потухнуть разлитый по обществу ужас. Никакие потенциальные победы и продвижения не перекроют в глазах граждан эффект от новой охоты на людей. Если мы не увидим новую волну прямо в ближайшие пару месяцев, то, вероятнее всего, до будущей осени тоже не увидим. Сегодня на этом все, только перед тем, как закончим. Мы тут выпустили первую серию из цикла о жизни в СССР времен застоя. Ну и потом дальше будет, от Брежнева до Путина. Проект очень необычный для нас. Посмотрите, пожалуйста, по подсказке. До завтра.